Покиньте Nexus. А вот эту пушку я не заметил. А, старина, попался. Он подох, нет, по-моему. Надо еще учитывать, пока у нас будет долетать снаряд. Так, это наш. Отличное приземление, Кол. Давайте теперь быстро. А, мы сидим и отстреливаемся. Я понял. Блин, он знает наши. Да, нет, это точно не наши. Что не летим? Брунок. Вот он. Попался, старина. Я думаю, мы хоть подольше полетаем. Спасибо за помощь, Дельта. Мы уже думали, нам конец. Не за что. Теперь валите отсюда побыстрее. Здесь все к чертям пойдет. Дерьмо, Коул, уходим. Давай, лошадка. Ну, пошла, шевелись. О, еще полетаем. Так, а мы вперед отстреливаемся, да или... Как-то мы быстро летим. Куда? Назад стрелять? Да ё-моё. А я вперед смотрю. Куда я врубиться не могу? Ну в пушку ему надо стрелять или в рожу. Отбивайтесь от гидра, пока Коул ищет выход. Хорошо. Ну, сейчас загрузил же. О, прилетело. А ё-моё. Не, мотыляет, конечно, как капитально просто. Как, куда он делся? Да, тут он, все нормально. Вот, прилетело. Я вроде отстал. Надо пушки дать передохнуть. Стреляй, твари, в пасть. Все, я понял. Да не очень-то это маневрирование, правда, работает. Следи за ракетами. На котомку-то, если я все равно увернуться не могу. Он попал. Все, улетели. Нормально. Он застрял, как Винни-Пух. Ему надо было смазать бока салом. Ура! Коул Трейн снова на высоте. Баста, карапузики. Черт, еле проскочили. Да, нормально проскочили. Центр, Дельта на связи. Мы пустили королеву. Вы получили данные от Джека? Сообщение получено, Дельта. Эвакуацию начали, но мы сами в осаде. Вас понял, королева бросает за силу на то, чтобы помешать нам затопить Хасинта. Если делать, то делать. Поняла, мы делаем все, что можем. Можете помочь? Мы уже рядом. Аня, конец связи. Аня. У нас такси, я не кипишу, сейчас все будет. Надо только долететь. А кого стреляем? А, понятно.
Да, тут мотыляет еще сильнее. Ура! Ну прям звездные войны, воплоти. Твою маковку. Да они шарашат с 2 пулеметов прям по мне. Ну да. Такое себе. Да, постоянно в разные стороны ведет. Не прицелиться просто. Так, ну одного подбил. Хорошо. Второй покрутился. Тут надо их очень быстро успевать подбивать, иначе они как-то... Где они? Ай, падла, а. Так, -1 и второй, по-моему. Да, они тут что, всю гвардию собрали? Готов. Второй. Ёпта мать, как носит, а? Просто надо руками ему надавать, чтобы ровнее вел. И сверху. И вперед полетели, да и все. Блять, теперь сзади. Где просто? Их просто не найти даже. Вот подбил. Знаешь, какая. Все вроде отбились. Так, нормуль. Второй. Справа, слева, справа, слева, блядь, впереди. Назад. Поберегись, тебе мешает стрелять. Пошел ты нахер, а? У меня водитель такой. Драйвер не в пизду. Все, они отстали наконец-то. Да. Бля, какой. А, это тот же, что ли, который за нами гнался? Или еще один просто? Вот он. Да, я ему по броне, может, стреляю. Типа это не прокатит. Ему нужно как Робокопа в рота стрелять. Но только где у него в этой каше рот? Хоть ему надо убить. Это бешеная пташка играет с ракетами. Я не успеваю субтитры читать. Вообще уклонение не работает. Ай, пушка перегрелась, сейчас у меня за жопу как схватит. Какие на дети, а как носит? Бум, вроде попал. Блять, то вперед, то назад, то вперед, то назад. Пошел, он загорит. Да, загорелся я.
вот этим лаванки пострелять ему. Я ничего не вижу. А, слушай, вот. Вот чем он нас держит. Так, давай, вперед уходит. Готов. Следи за ракетами, я слежу. Все, отвалился. Так. Нет, не. Одна все-таки попала у меня ракета. Так, давай, впереди. Хорош, завалили. Ой, что, Боня? А, там вот где наездник-то этот сидел. Точняк. Отлично, Дельта, сплотить ряды, перед нами Хасинта. Достижение разблокировано, коня в горбунах. Эксплуатация идет полным ходом, да, только саранча уже прорвалась в город, нужно спускаться. Это прям целая баталия. Центр говорит Дельта, мы подходим на риверах к командованию Хасинта. Не стрелять, повторяю, не стрелять, это отряд Дельта. А, нет, моя лошадка. А, нет, нас только что попали, прекратите огонь. Прошу прощения, Дельта, огонь прекращен, можем произвести осадку. Но мы не очень-то хорошо приземлились. Коня по асфальту размазано. Берегись. Я понял, ты теперь свободен. Едва не погибли. Маркус, председатель и полковник Кофман сейчас у меня в центре. Зайдите к нам как можно быстрее. Слышали? Идем. Отличная работа, Феникс. Твой отряд отлично себя показал. Трудимся. Большая часть Хасинта эвакуирована. Что нужно еще вывести наших людей из дыры? План затопления Хасинта утвержден? Почти. Прорабатываем логистику. Когда вы впервые сообщили мне об этом, сержант Феникс, я было решил, что вы не в себе. Кажется, многие так решили. Но отец ваш, по всей видимости, был во всем прав. Да что вы говорите? Я не знал. Ранча прорвалась во внутренний двор. Мы ими займемся. Я с вами. Когда враг атакует последнюю линию обороны Хасинта, сидеть в запасных я не намерен. Золотые слова. А, ну тут прям весь отряд. База атакована. Всем занять позиции. Повторяю, всем занять позиции. Так, ну давай, мы тоже что-нибудь выберем. Полная боевая готовность. Короче, я пока укрытие искал, его размотали просто. Ладно, подожди, нужно патроны поискать. Где-нибудь они есть. Меня, я думаю, они подождут в любом случае. Противник, понятно, патронов нет. Слушай, у меня снайперка. Все, берем патроны. Снайперку я скину в любом случае. При ближайшей возможности. Посадочная площадка, окей. Я так понимаю, вот у меня, да, позиция. А давай мы раз снайперкой, да, развлекаемся.
Что-то ну такое себе. Да. Я с винтовки, наверное, быстрее их уложу. Ладно. Коль так, значит, так. Я ж попал в него. Но они дальше не идут, я смотрю. Не хочется нам подыхать. Наконец-то. ПР-6 на связи. Южная платформа очищена. Перехожу к проверке. Что-то там. Ладно, некогда субтитры читать. Враг направляется прямо. Подождите нас. Леха, на вертушку положили. Вообще все рушится. Ладно, давай снайперку еще раз. Оп. Ничего не видно. Так, ну вроде один улетел. Наездника мы тоже, кажется, избили. Так, что ты делаешь? Снайперка-то где? Она все-таки как-то быстрее шарашит. Нет, все-таки лучше винтовки ничего нет. Ладно, тайминг попасть. Ну и хорош. Все, да? Немедленно вдвигайте к западному входу, занимайте позицию вдоль южного. Подожди, тут еще он один сидит. Я так полагаю, мне из-за него дверь не открыть. Да. Скорее всего. Не, ну снайперку однозначно надо скидывать. Какое себе удовольствие. Личинки справа. Погодите. Давай-ка мы снайперку поменяем вот на это дело. О, повеселимся хоть. Тра-та-та. Тра-та-та. Плохо видно. Давай так. О! Неплохая была идея. Короче, по старинке берем винтовку. Ну давай, что там, нагружайся. Защищайте вход с улицы. А какой? Вот этот и есть. Что мне тут сказки рассказываешь? Ладно, давай. А это наше. Ну и чё, давай вылезай. Хорош. Дальше. Смотрите, машины, там куча личинок.
Так там он, главная личинка ползет на нас. Ё-моё, никого не видать. Все попрятались. Ладно, одного уработал. Минус один еще. И, ну, я думаю, зацепил. Они как-то вообще со всех сторон идут. Хорош. Ладно, у нас там 2 ящика патронов есть. О, кто там? Понятно. Аж 2. Все, придется передохнуть. О! Вертолета расхреначили всех. Тем отрядом в районе замечены Брумаки. Вас понял, направляемся туда. Так, давай. Эй, что происходит? Блин, патронов маловато, конечно. Выдвигайтесь к северным воротам и поддержите солдат коалиции. Хорошо. Дельта, мачты связи атакованы, требуется немедленная помощь. Ну, как говорится, поможем, чем сможем. Сейчас мы только... Может, тут надо чем-то помочь? Не, по-моему, они тут сами развлекаются. Все, мы дальше идем. О, сейчас как мы сядем за пушечку. Как нас станет всем чуть-чуть хана. Давай, сбиваем ривера. До свидули. Давай, другого. Блин, желательно, конечно, чтобы они присели. В принципе, они-то тут кружат. Вот, минус один. Давай. Заходите на огонек. Минус 2. Сбей еще 3 риверов. Хорошо. Так, и еще 2 осталось. Только я их не вижу. Где? Вон он. Не, он осмолял, вроде я ему нормально. Нет, не нормально. Так, давай, поехали. Можно 6 риверов завалить. Первый. Второй. Еще 3. Да, если бы пушка не перегревалась, было бы куда лучше.
О, они тут присели. Нормально. Тихо, тихо, тихо. Давай. Опа. Дос-видос. И еще один. Ну, хорошо. Сейчас Феникс войска саранчи провалить в главные ворота. Понял, уже идем. Блок коммуникаторов очищен, направляемся к главным воротам. Вас поняла, Дельта, не подпускайте их к командованию. Подвигайте их к северным воротам и поддержите солдат коалиции. Хорошо. Да, нам нужна поддержка с воздуха, срочно. Извините, полковник, нет свободных машин, все рейвины эвакуируют граждан или готовятся к бомбардировке, по-моему. И полковник, вроде мы как группа поддержки, а? Похоже на то, сержант, приступим. Пойдем поддерживать. Обороняйте северные ворота. Не, ну можно, конечно, тут со снайперкой засесть, но винтовка мне подручней. Ну и стрелять пошибче и привычнее. Нападайте уже. О, какой соленый бежит. Готов. Еще пачка. Ну вот это. Они не очень-то умно делают. Они просто бегут под огонь. Бля, придется походу пулемет брать. Какой-нибудь. Там их двое, кстати. Минус один. Давай второго. Второй. Все. Еще один остался. Что там, куда смотреть? Брумок. Ну давай, наверное, так попробуем. Только на снайперку это дело поменяем. Пойдем попробуем Брумака уложить. 2. Все, пригнулся. Они друг другу мешают. Один не мог вылезти, и второй из этого затупил. Все, минус второй. Центр главных ворот чисто, мы возвращаемся, конец связи. Не, ну пушка-то прикольная. И наша поддержка, сынок. Итак, у нас есть план. Правда, выполнить его будет непросто. Мы нашли подземную пещеру саранчи. По расположению энергетической бомбы может положить конец Хасинта. И в чем проблема? Сеятели нематисты зарождены. Вертолетом спустить туда бомбу не получится. Кроме того, кто-то должен расчистить территорию. Говоря кто-то, вы имеете в виду нас, Берт и Кол, вы поможете доставить эту бомбу. Дон, нам похоже... Обратно в подвалы. Ясно, двое будут закладывать взрывчатку, двое помогают. Именно так. Мы стандартно ищем патроны, которых уже нет. Здорово, дружище, ты чё тут? Сейчас забыли, что ли?
В ногу ему нашмалят. Тихо, тихо, ну кто стреляет-то? А меня хер кто спасет, да? Не, он дом бежит. Нет, дом прячется. Дом не поможет. Как это я так тут оказался вообще? Не, давай-ка мы тут спрячемся. Вот тут вот. Да, что-то какой-то беспредел творится. Даже вот, наверное, здесь удобнее будет встать. Там еще и сверху лупят. Ну, вы, блин, даете. А патронов нету ни хрена. Нет, это вообще какой-то отстой. Вот поэтому я всегда брал запасную винтовку саранчи. Давай, старина. Его просто там уничтожают. Да, теперь дому надо помогать. Вот только как. Давай, ползи туда. Чувак. Да, жесть какая. Так они просто тебя лупят со всех сторон. Блин, я и дома не поднять. Вообще, они что, и бронебойные все? Да, ну это жесть. Ни оружия нету, ничего. Так, давай где-нибудь в другом месте встанем, но что-то как-то вообще все плохо. О, иди-ка сюда. Я хотя бы эту хрень поменял. Давай, кто сюда поближе рыпнется, того я завалю. Ну, а чтоб гранаты меня не кидали. Ой, патронов нет нигде. Ну вы серьезно? Так, ну тут один выстрел, один труп, надо так действовать примерно. Окей, 35 патронов. Ладно, хоть позиция не такая простреливаемая. Ну-ка, попаду, не? Не слишком справедливо. Ну да. Надо патронов как-то взять. Так, кто еще остался? Вон там, да, сидят? Еще сверху, походу, кто-то. Давай-ка мы их обойдем. Бля, они что там, пулемет? Патроны. Патроны, патроны. Здравствуйте, ребята.
Главное, я их выгнал с этого места. Давай, 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 вылезай. Эти колена прострелят. И двое осталось, все. Дом там особо не чешется. Ладно, давай так. Хорош. Ага, огнеметчик. А то он самый опасный. Его главное поджечь, он там сам догорит. Откуда я его с него сбил. Хорош. Давай-ка мы его с фланга тоже. Что там саранча у мешков? Так, ну окей, вот они еще идет. Дом, держись. Хорош. Кто следующий? Who's next? Все, собираем патроны наконец-то. Наконец-то я разжился винтовкой. Точнее... Ну да, винтовкой саранчи. Собираем пожитки. Все, что есть просто. Давай побыстрее, долго бегает. И патронов нет. Вы что, прикалываетесь? Только трупов лежало, ни хрена. Ну, 2 гранатомета, спасибо. Что мне с ними делать? Слушай, может здесь есть? О. Пойдет. Так, давай, у нас... Мы собираем оружие саранчи, пока наша винтовка кончается. Дом вообще где? Вот он там. Значит, туда и идем. Дружище сдался уже. Хорош. С другой стороны. Ну, вон второй сидит, что я не вижу, что ли? А чё ты не ползал? Я думал, он будет это, молить о пощаде. Ой, не то. Ой, не то схватил. Все. Так, ну давай, чистим, поднимаемся выше. Здравствуйте. Далеко-то не уползай. Давай-ка мы вот тут встанем. Что это с ним? Он что-то выгнулся, начал каким-то красным цветом и желтым цветом светиться. Может, он с ума сошел? Тихо, все, я понял. Где дом вообще? Всех разорвало. Пойдет. Нет, не пойдет такое оружие. О, здравствуйте. О, еще. Так, тихо, ребят. Слишком близко они ко мне подошли. Где дом? Меня прикладом просто вырубили. Мне нужна помощь. Где дом? Дом, по-моему, где-то там затупил просто и все. Мне придется сдохнуть. Помощничек сраный. Как только его спасать, так он помоги.
Что он там делал? Где он вообще находился? Я не понимаю. Так, вот здесь у нас патроны были. Сейчас уже меньше дали. Очень жаль. Давай. Начинаем. Да горит. А там еще один сидит. Вот почему дом на него не реагирует? Он просто встал и все. Прям в рожу ему. Так, у этого дробовик не интересует. Тут еще двое. А дом просто стоит. Да. Он там, наверное, внизу вообще. Его эти дела особо не интересуют, походу. И с ним происходит, когда они желтым цветом покрываются и выгибаются. Так, давай-ка мы от этого... Все, ждем его тут. Сейчас он выйдет. Он поднимается потихонечку. Даже, наверное, вот с этим оружием. Третьим его. Да, и он подыхает. Тупую. Гранаты не нужны. Так, а эти ракатицы взрывные не полезли на меня, да? Привет. Все, давай, бежим назад. Даже еще дальше. Так удобнее будет. Здорово. Вот они тогда меня и попортили. Он, правда, прям к тебе сразу же бежит, потому что у него дробовик. И он, сучка, об этом знает. Второй там ползает. А он его убил. Ну, с дробовика сам добил. Вот идиоты. Так. Дом по-прежнему, да, внизу где-то. Я вообще не знаю, кстати, дело. Где дом? Да. Что? Патроны? Для чего патроны? Понятно, ладно, переключаемся на нашу винтовочку. Увидел. Подох? Нет. Все. Нормально. Подснял. О, здравствуйте. Давай, наверное, так вот. Все. Ничего лишнего особо не потратил. Дом зачищен. Патроны берем. Замечательно. Где напарник? Вообще хрен его знает. Я вот слышу, что он где-то топает. Но где он, вообще без понятия просто. Его как будто не существует. О, догнал, типа, разглючило его или что?
Какая падла вообще. Он поставил реально в доме в этом. Просто кинул. Что надо, да? Больше патронов я не найду тут. Да, патронов дают по минимуму. Напарник тупит, а врагов все больше. Ну, надо думать, финальная глава. Зачистите двор. Да не вопрос. Да, мы сейчас где-нибудь присядем спокойненько и будем постреливать. От пулеметчика вижу, окей. Кого бы начать-то такого? Кто у нас самый вкусный тут? Вот, поближе подходит. Вот этих сучек точно тут не хватало. Давай, старина, поднимай, что ты. Ну да, у него тут свои заботы, походу. Ну? Красюка какая. Дом просто рядом с тобой бегает, даже поднимать не хочет. Замечательный напарник. Не знаю, давай тут встанем. Я бы его вообще хер прикрывал. Просто пускай он там один сам тусуется. Что хочет, пускай делает вообще. Ну что, вылезайте кто-нибудь. Ну этот товарищ у нас походу первый сдохнул. Вот этот вот. Бля, столько патронов мимо. Ну и все, он спрятался. Пулеметчика бы как подрезать. Он, конечно, хорошо картину портит. По нему нормально даже не прицелиться. О, подожди, я его уложил. Ну это чудо вообще. Здрасте. Оп. Оп. До свидания. Так, давай поближе. Тут что, смотрим все. Вон там уже бегут. Никого. Давай поближе. Вон он засел. Давай, давай, давай. Перезарядка трое. Взял его в укрытие, что-то вышел. Но... Она дом не спасет.
В этой главе он бесполезный просто. Я вообще не знаю, где напарник. Какого хрена ему дали в этот снайперку, чтобы он прятался всегда? Давай попробуем подстреливать пулеметчика. Может получится. А чувак откуда-то вообще выбежал. Из воздуха просто появился. Так, надо отдышаться. Заодно перезарядимся. Да, только нацеливаешься. Хорош, минус пулеметчик. Так, ну если минус пулеметчик, значит и остальных можно тоже. Нет, я с домом не пойду. Он не помогает тут вообще. Да, народу тут прилично. А что патронов хватило. Чем дом занимается? Вот где он вообще? Он просто сидит в укрытии, ждет, пока всех перебьет. По-моему, двое, да? Подохли. Практически сразу же. Да, патронов-то все меньше. Вроде подох. Ну, кто-то издалека всегда стреляет. Мы тоже так будем. У нас особо не активный. Но прыгать далеко умеет. Так, все, он уже там. Чем дом занимается? Все, тут подох. Есть еще кто-нибудь? Блин, по-моему, есть. Звука не было. Вон там идут еще. Сейчас шайка-лейка, да, пришла? Кто хоть такие-то? О, и дом нарисовался. Кто, так сказать, там отбивается сам. Ни хрена мне не помогает. Опять его не вижу просто. Вон он. Дом там воюет со вторым. Минус один. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Спокойно себя ведем. Оп. До свидания. Ну, вроде все. У нас только вот один остался. Причем он с домом там уже вообще нет.
Дом просто бегает возле него и все. И откровенно тупит. Ой, он ломанулся ко мне. Ну мы тогда от него. Все логично. Ну а где-нибудь вот тут засесть. Патроны. Отлично. Еще чуть-чуть. Чем он тут занимается дома вообще? Помощник сраный. Это серьезно. Одним выстрелом что он сделал? По ногам ему, наконец-то. Кстати, это еще не все. Блокмаунты. О, плохо дело. Все, валим. Валим вообще куда-нибудь. Давай, быстрее. Так, -1, хорошо. Дальше. Блядь, откуда тут взялся? А, пока его тут заглючило. Все, наконец-то. Мы зачистили двор. Да, но напарничек, конечно, у меня такой себе вообще. Так, перезаряжаемся опять же. Давай патроны собирать, какие есть. Это не пойдет. Дальше. А, где-то тут основная, да, толпа валялась просто. Вообще ничего нету, просто. Ни хера. Просто полностью пустой двор. Ладно, пошли в центр. Кто-то один не мог открыть. Зачем ему снайперку дали в этой главе, я вообще не понимаю. Он просто с ней постоянно прячется и все. Раз в полгода стреляет, больно никакой. Проследуйте по улице Купер. Да. Ладно, ходу. Бум. Реально война какая-то. Здрасте. А, ну почти. Ну все, ну, попал. Вот он тут сидит. Давай, вылезай. Вот. Пониже. Падла. Так не видно ничего.
А. Да, и все, и хана тебе, и дом не поднимет. Где дом? Хрен его знает вообще. Короче, ты один эту главу проходишь. Его просто нет. Мы ее долго будем проходить. Глава будет идти просто вечность. Вот где он? Где напарник? Возле задвижки все залип. Серьезно? Ты совсем дебил? Вот скажи мне. Может, тебя распилить надо немножко, чтобы ты в чувство тебя привести? Просто бесполезный напарник. Он даже не идет за тобой. Он там остался и все. Маркус слева. А ты сам-то где? Вояка херов. Да ладно, выбежал. Понятно, где он заныкался. В прошлый раз даже. Ладно. А вроде один откис, да? Второй. Это, по-моему, двое. Иди, мелкого сначала надо. О как. Центр, мы даже прошли архивы, направляемся к Купер-стрит. До воронки осталось пару метров, будем держать в курсе. Конец связи. Да, очень жаль, что ты эту главу бежишь один. Хотя игра напарная, ну, командная. На улице или в гараж. Без разницы. Давай в гараж. Займись дорогой, я очищу гараж. Ну давай. Короче, он тут. Он там на улице сам будет шоркаться. А мы будем тут спокойно себе. Также в одно лицо чистить. Просто у меня еще цистерна. Странный какой-то снайпер. Стоял на карачках. Риверы. Ну и прикалывался там сам со своими риверами. У меня он тут гранатометчик. А то и парочка. Все. Давай машинку на них скинем, да? Вдруг прикольно будет. Сталкиваемый автомобиль. До свидания. Осторожно, падает в укрытие. Да, лучше к этому близко не подходить к подоконнику. Ой, пол здания рушится.
Все, мне вниз. Они его там лупуют вдвоем, а он стоит, смотрит просто на них. Серьезно? Что они сделали в 5 главе с искусственным интеллектом? Давайте. Ты что, блядь, самый умный? А со второго ничего не выпало? Вот тут стой. О, кстати. Ну, надо же. Я впервые за голову увидел, как дом стреляет. Я не знаю. Не, наверное, пойдем все-таки. Думал не торопиться потихоньку, да? Дельта, есть сведения, что саранча развернула активные действия на участке между вами и воронкой. Эти спутники наших хаммеров работают, чтобы их использовать, цель должна быть на открытой местности. Вас понял, центр, конец связи? Окей. До свидания. Дом, ты пострелять-то в него не хочешь? А, я даже не знаю. С кого начать-то? С этого продолжить. Наконец-то. Все, давай, по ногам ему. Ключ по ногам тебе. Это он близко подошел к нам. Это правильно. Да ладно, дом что, винтовку? Нет. Я думал, он хоть свою винтовку догадался расчехлить. Ну? Патронов-то мало. Давай, вылезай. Все. Ладно, парень, где он вообще? А, надо же, сообразил то, что встать надо. Так, ну что? Вот. У нас дробовик, да? Нет, слушай, винтовка. Ништяк. Живем. Ну, она вроде как прямо по улице. Тут подозрительно все рушится. Вот она, начало конца. Доберитесь до дна воронки. Думаю, это был только вопрос времени. Нужно перебраться за действием краны. Хорошо, подождите. Используйте подъемные краны, чтобы перебраться через какую-то там штуку. Как только его крутить будет на кране. А их просто достаточно повернуть. Или что? Давай, Маркус, пошли. Их надо просто давить краном. Ну, как-то так, да. Ну, вот я двигать его могу. Но не поднимать ничего.
Что за хрень вообще? Чем я занимаюсь? Что надо делать? Я не понимаю. Перетаскивать противника с одной стороны в другую? Давай мы тебя будем к тебе возить, потерпевших. Кстати, такой дебилизм вообще. Она даже теперь не отпускает. Вот и все. И все, что я могу сделать. Я могу вот в эту сторону повернуть и вот в эту. И что? Дом на платформу. А. Вот почему так по-идиотски было управлять ей. Ну и чего? Дом ничего не делает. У дома интеллект порезали, он теперь в виде хлеба. Не, давай-ка мы загрузим контрольную точку, потому что, ну, это вообще какая-то беда. Он заглючил. Let's use the cranes to get across. Давай я тут пойду. Можно организовать? Видимо, нет. И пока я не залезу на этот, на кран, действий никаких не будет, да? Хорошо. Давай, Маркус, пошли. Дом на платформу. Вот, теперь он работает. Теперь его не заглючило, слава богу. Куда его вести, я вообще без понятия. А, ниже опусти. Ладно, дом, полезай в кран и переправь меня. Теперь он будет, да, краном управлять? Так, нет, старина, подожди, так дело не пойдет. Потом, почему не мог их взять и всех перестрелять? Ну это же 2 секунды, реально. Все. Дом побежал. Почему он не на кране? Алло, гараж, ты чем там занимаешься? Ты придурок, ты будешь на кран-то залезать, нет? Ой, сорян, он уже стрелу кинул. Точнее, по-моему, она отлетела.
Я думал, мне нужно будет сделать то же самое, что делал он. Точнее, не то, что делал я. Зря наругался на Дона. Но он, в принципе, уже в целом меня бесит. В этой главе он никакой. Нет. Да надо же. Ну надо думать, они просто тут лезут со всех сторон. Давай. Крути возле него нормальку свою. А эти уже куда стреляют. До свидания. Я думаю, что это еще не все, Ривер, да? Ладно, патроны я потом соберу. Так, -1. Все. Подбираем патроны. Слушай, ну для винтовки хотя бы дают. О, он тоже винтовку расчехлил. Да ладно, у него мозг включился, что ли. Ладно, лучше поздно, чем никогда, конечно, да? Плохо дело? И еще хуже. Причем надо было в малого стрелять, чтобы он подорвался вместе с огнеметчиком. До свидания. Есть еще кто? Да, он бежит вообще. Он за ту ограду бежал. Зачем? Я был вон там вот возле так же кубиков, как и я, да и все. Чувак умер сидя. Потом дома что-то металлическое, какие-то звуки подозрительные. Наверное, рубиться тут с ними на бензопилах бесполезняк вообще. У них приклады бьют сильнее. Так, я кажется понимаю, почему дом именно тут залетел. О, мы падаем. Трупы лихо подбрасывают. Черт, ну ни хрена не видно. Маркус, как ты? Мы на полпути внутри воронки. Все еще думаем, как добраться до дна. Поняла, мы почти закончили погрузку бомбы на вертолет. Их направят к вам через минуту. Надеюсь, мы еще будем на месте, когда они доберутся. Доложу, когда мы доберемся до тоннелей под нами. Конец связи. Дом, ты в порядке? В порядке. Тогда вперед. Тогда вперед. Огнеметчик-то будет взрываться, нет? О, ты там вот стой. Я долбанет. Не взрывается он почему. А тут сидит просто, смотрит на него.
Он опять свою эту снайперку расчехлил. Вот зачем тут снайперская винтовка? Когда до цели, я не знаю, ну, метра 3, да? Ой, дебил. Их смотрит глазенками своими. Так, ладно, передохнем. Пожалуй, лучше вот этого сначала. Он как-то лучше меня простреливает. Давай, вылезай. Блин, ну зачем туда-то? Зачем голову вылез? Вылез он. Ну да, ты-то со снайперкой точно тут поможешь. И он испарился. Я его что, каким-то лазером расщепительным долбанул? Я вот тоже так думаю. Потом, говорит, надо типа зайти с другой стороны здания. О, пилить надо. Ну давай попилим. Ну вот, проход есть. Только он тут это немножко. От дома заглючило. Он вот стоит, трясется просто. Зачем так издеваться над искусственным интеллектом в конце игры? Прикольно. Вот пещера. Спускаемся. Найдите путь в пещеру. Ну, в принципе-то да. Патронов мне сейчас никто не даст. Здравствуйте. Все вроде, да? Один остался. Это не видать. Давай, вылезай. Лежать. Блин, мое оружие все завалили тут. Ладно, пускай тогда кончится до конца. Потом будем другой расходовать. Там внизу брумок. Там ничего, что-то там еще целый этот полк идет. Он стреляет по зданию, целься за что-нибудь, цепляйся за что-нибудь. Ну, каким местом интересно цепляться? Как будто вот дом у нас зацепился. Дьявол, только не это. Что произошло? Ну, дом упал, понятно. Идем, эта штуковина долго не простоит. Так она лежит. Выйдите из горящего здания. Через дверь? Это лифт? Давайте. О, поехали.
Только вот так вот нужно. Не вижу смысла даже пытаться патроны тратить. Невероятно. Согласен. Тут уже что-то из области фантастики идет. Слушай, это какой-то надо найти сбоку и убрать водителя. Убейте пилота. Окей. Давай, кто пошустрее вот так вот, да? Будем забираться. Ой, здрасте. И все? Вперед, покончим с этим, а потом нам его оседлать. Дело пойдет быстрее. Риверы куда ни шло, на брумок. Если они на них ездят, то и мы справимся. Я думаю, да. Как шагоход Звездных войнах, то же самое. А теперь покатай меня, большая черепаха. Родео на брумаке. Достижение. Центр, это Дельта, мы угнали Брумака, так что на что вы сделали? Угнали Брумака, так быстрее будет расчищать территорию. А, ну да, поняла вас, Дельта. Держите нас в курсе, конец связи. Давай-ка постреляем. Ну понятно. О, и поехали. И поехали. Там мы тут целую армию саранчи просто положим. Тихо, они убегают. Как таракашки. Один остался. Я про тебя не забыл. Ну, пойдем потихонечку. Так, нужно, наверное, выйти, да? Чтобы было получше видно. Всё, пусть пушка отойдет. Не будем торопиться. Бум, 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 бум. Ну, армия вообще почему-то убегает. О, Ривера. Иди сюда. Он прям под ноги мне что ли сел? Да нет, вроде. Не знаю, я его не вижу. Либо он там где-то в меня врезался, под ногами застрял. Не знаю. Не, ну прикольно, что. В первой части мы этого Брумака мочили, во второй побегаем на нем. Третий установим, наверное. В принципе, то же самое, что и с турелью. Ладно, он, наверное, пафосно выбьет дверь ногой. Вон мои двери. Давай. Бум. Здравствуйте. Она вашей армии. Так.
Эти вот дядьки больше беспокоят. Пулеметами и прочее. Все, да? Армию, наверное, потом мы догоним, наверное. Может быть и нет вообще. Тут не мне дело. Ребята, подождите меня. Армия, кстати, вообще смылась в другую сторону. Тут и риверы полетят. А что за атака? Все трясет, ничего не понятно. Это все? Да, еще один. Ну, маунт забавный, конечно. О, коротко. Давай, Бромака, не подведи. Херак. Неплохо он двинул. Так, ну, корпус все равно уничтожили. Чё, кто смоляет? Сколько загрузка прошла, сразу в тебя 508 ракет прилетает. А что делать? Ничего не видно. Камеру вот так вот трясет в разные стороны. Все. Никого больше. Пойдем потихонечку. Нас ждут великие дела. Ломай. Так. Кто тут есть? Вижу. -1. Но, кстати, у него помощнее будет пушка, чем когда нам давали за тройкой посидеть. Ну, турели. Точнее, просто пулеметом. Брумака он помощнее будет. Пик, есть еще кто? Ну там, я не знаю, кто-то стреляет, их не видно. Нас надо, да, вот, надо же мост тоже взломать, точно. А никак не пройти. Никого бы не пропустить, чтобы он мог меня постреливать с какой-то стороны. Вот они. Да, и колонны тоже. Да, колонны у нас бронебойные просто. Ладно, пошли дальше. Проведем немножко их армию. Что они тут делают вообще? По 2 человека. Как кто-то стреляет. А, вот он где. Он со стеной сливается, его не видно. Где второй? Я второго не вижу. Не знаю, по-моему, их меньше не становится как-то.
Это ачивки повыбиваем. О, их уже поменьше. Спокойненько ходят себе, там что-то пасутся на лужайке. Странные люди. Ну, точнее, не люди. Раньше. Не знаю, по-моему, им в тему надо было в рассыпную бросаться. Не просто баржу пыток. О. Я помню эту штуку. Куда стрелять-то? Да, вот так вот. Перегрелось все. Заёмы. Ладно, мы с баржи так и начнем. Ну, не совсем с баржи, конечно, но где-то рядом. Баржа что-то как-то вообще неудобненько получилось, потому что она... У нее вот эти вот уроги, ну, либо просто пушки какие-то, но они там за этими, за бортами прячутся, их ну, никак не достать. Я кого-то пропустил, что ли? Да, она вроде не... Ну все, их завалило там. Так, у нас еще тут пару риверов, да, будет. Куда один улетает постоянно, я не знаю. Ну, видимо, там растворяется в вечности. Ну, постреляем, чего бы нет. Это, конечно, не самое важное, что он делает. Так. Здесь вот очень сильно мешают борта. Я в борт стреляю постоянно. Мы как-то можем отойти назад, укрыться. Вот одного я снял. Второго. Вот она с угла торчит и не зацепить никак. Давай-ка в сторону. О! Мы сейчас по крышам будем стрелять просто, да? Вот, и все. Бесполезно мочить по каким-то там этим
турелем пулеметом достаточно по лапам просто мочить эту штуку и нормально. Из фильма «Охотники за привидениями» я как зефирный человек просто иду по Нью-Йорку и разрушаю его потихоньку. И что-то 3 опорные колонны, чтобы создать проход для вертолетов. Это вот эти колонны. А вот и пещера, гони-ка сюда. Может быть, вот эта колонна. Ну, не очень там мне это дают делать. У меня весь перегрев пушки уходит на другие занятия. Так, первая колонна. Смотри, одна есть, сбивает остальные. Да не вопрос, сейчас сделаем. Что, мне не пройти, что ли? Пройти, все нормально. Так, вот кто запускает у нас. И опять перегрев. Блин, а я его никак не могу убить. Давай позицию поменяем. Он подох? Вроде да. Ну, почему бы... Да, нормально, я попадаю, если... Вполне норм. Вторая колонна. А вот третью я пока не видел. Еще одна осталась. Вот только она там далеко, да? Здесь мне можно сюда наступать. Вот это не разбивается. Давай-ка мы вот так перейдем сюда. Ну да, вот сюда как-то. Ну, мне тут за риверами, наверное, не угнаться просто. Так, ну я в нее попадаю. Давай тут останемся. Зачем, да, в самый замес лезть? Кто шмаляет? Так, я один шарик просто пропустил. Хотя нет. Плохо видно, но кто-то лупит сбоку вообще. Не знаю, да надо разрушать уже эту колонну, чертову. Ждем. Полетели. Третья. Ну и потолок рухнет. Центр. Место зачищено. Путь для ривенов свободен. Вас поняла, Дельта. Ривены на подходе. Конец связи.
Маркус, что-то не так. Маркус, Дон, вы сумасшедшие ублюдки. Мы спускаемся, чтобы снять вас с этой гадины. Вас понял, Берт, мы более чем готовы. Да, я здесь. Мы приближаемся. Маркус, мы в полной заднице. Мы потеряли энергетическую бомбу. Мы уже почти у цели. Должен быть выход. Он мутирует, что ли? Ну да. Какого черта? Что с ним происходит? Мутация еще с ним происходит. Какого раздула в водичке. Это кислота, конечно. Да, какой. Если не ошибаюсь, он превращается в ламбента. Ламбента? Это же что, те, что взрываются? Ну да, как твари, только гораздо крупнее. Ну тогда вот она, наша бомба. Отличное решение. Дай по опорам баржи. А вот этим? По каким упорам-то я что-то не понял. Давай просто по нему мочить. Поберегись. Гори, сука. Тактик партизан. Достижение разблокировано. Все, сгорели. Вытащи нас отсюда. Давай, внимание, всем рейвенам. В общем, подожгли злодея. Улетаем на вертолете. Все, улетаем в закат. Центр, вы меня слышите? Аня, ты там? Поломали город. И залили водой до кучи. Ну, это будет как Атлантида. Оу. Мир, в котором ты живешь, может погибнуть в мгновение ока. Одно событие, один неверный поворот судьбы и все. Что ты с детства знал, исчезло навсегда. Аня, ты меня слышишь? Аня, ответь. Аня. Все то, чем мы дорожил, поберег, осталось лишь в глубинах воспоминаний. Мне жаль, Маркус. А Маркус, видимо, эту Аню. Да, жизнь жестока. Без сомнения жестока.
Но жизнь продолжается с тобой или без тебя. But life continues on, Вот и Аня, наверное. with or without you. One can only hope. Нам остается лишь надеяться, что память о нас на Земле не исчезнет. Но только вот люди редко запоминают то, что мы хотели бы оставить после себя. Are not the ones that we intended. После себя куча разруки. Я не знаю, просто все город раздолбали. Ну вот как-то так, да? Да. Вот и вся игра. Ну не знаю, вот финальный босс мне показался вообще ни о чем. В первой части он был хоть как-то интересен. Во второй я его даже последнего босса просто не заметил. А так в целом игра неплохая, местами, правда, подглючивает, кстати, да. Вот финальная глава последняя, когда Дом бегал, ну Дом, он же Доминик, когда он бегал со снайперской винтовкой, но вообще попортили ему искусственный интеллект, не знаю, может быть специально, чтобы ты сам в одно лицо выводил как-то так, не знаю. Но он вообще не помогал, просто бесполезный кусок мяса бегает с тобой. Вот. Ну или набор пикселей, кому как удобней. Ну, короче говоря, он в 5 главе практически был не нужен. Вот. А так в целом неплохо по сравнению с первой частью. Новые механики тоже появились. Ну, правда, немного. Все осталось, в принципе, в рамках привычного нам контента. Вот. Ладно, все. Будем на этом заканчивать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.